Привет, это радио Вашингтон. Меня зовут Ксения Туркова. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Украина и Россия готовятся к крупнейшему обмену пленными. Дональд Трамп признал, что Путин не готов к миру. В Сенате США недовольны тем, что американская администрация медлит с санкциями. И результаты свежих опросов, как американцы оценивают шансы Трампа остановить войну. Итак, Украина готовится к крупнейшему с начала войны обмену пленными в формате 1000 на 1000. Он может состояться уже в ближайшие дни. Владимир Зеленский в четверг провел расширенное заседание по подготовке обмена. О деталях президент Украины сообщил в своем телеграм-аккаунте. Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении наших людей в количестве 1000 из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен. Были доклады по контактам с россиянами. Министр обороны Украины Умеров контролирует организацию процесса и исполнение договоренностей. Привлечены Главное управление разведки Минобороны Украины, Служба безопасности, Служба внешней разведки Украины, МВД, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и команда офиса. Выясняем детали по каждому человеку, который был представлен в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины – вернуть всех наших людей из российской неволи. Спасибо каждому, кто помогает. Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что обмен пленными 1000 на 1000 с Россией состоится уже на следующей неделе. Россия и Украина уже обменялись списками. В то же время глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак у себя в соцсетях отметил, что продолжение переговоров с Россией о завершении боевых действий возможно только после обмена военнопленными. В Кремле, в свою очередь, утверждают, что заинтересованы в том, чтобы обмен пленными прошел максимально быстро. Однако обстрелы Украины при этом не прекращаются. Сегодня Россия снова атаковала Херсон. Там погибла пожилая женщина. Также удару подверглись Константиновка и райгородок в Донецкой области. Там погибли 2 мирных жителей. Есть раненые. А в результате ракетного удара по Харькову пострадало около 10 частных домов. Российские Z-блогеры сообщают, что Россия вошла в Днепропетровскую область. На это обратило внимание издание агентства. В частности, телеграм-канал Соловьева сообщил, что на границу Днепропетровской области якобы вышли передовые подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр». Также на канале появились кадры, на которых был виден пикап, застрявший в заграждении из колючей проволоки, и стоящие рядом с ним российские военные с флагом. В то же время украинские власти назвали сообщение о пересечении границы региона фейком. Председатель Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал: «И эта новость, и якобы иллюстрирующее ее фото не соответствуют действительности, но умышленно опубликованы врагом, чтобы запугать жителей нашего региона, посеять панику и дестабилизировать ситуацию». Украинский военный обозреватель Денис Попович называет сообщение о заходе в Днепропетровскую область пиар-акцией. Российская армия не зашла на территорию Днепропетровской области. Это была пиар-акция нескольких российских бойцов в районе села Троицкое, которое находится на расстоянии где-то 2-3 километров от админграницы с Днепропетровской областью, но все же на территории Донецкой области. Насколько я знаю, никто из этих бойцов в итоге не выжил. Действительно, по информации украинского проекта Deep State, российские военные, которые участвовали в съемке с флагом, погибли. Владимир Путин в четверг сообщил своим чиновникам по видеосвязи о принятии решения создать буферную зону безопасности вдоль границы с Украиной. Путина цитирует государственное агентство ТАСС и РИА. По его словам, цитата, «военные эту задачу сейчас решают». Впрочем, что это означает, создание буферной зоны безопасности, Путин не объяснил. Владимир Путин не собирается прекращать войну, поскольку уверен в своем успехе. И это признает президент США Дональд Трамп. Правда, пока не публично. Издание Wall Street Journal пишет о том, что Трамп откровенно сказал об этом в разговоре с европейскими лидерами. Подробности у Алексея Горбачева. Президент США Дональд Трамп, по сообщениям европейских чиновников, в закрытом разговоре с лидерами Европы в понедельник, 19 мая, заявил, что Владимир Путин не готов завершать войну в Украине, потому что считает, что побеждает. Эти слова прозвучали в телефонной беседе, в которой участвовали президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также украинский президент Владимир Зеленский.
Как пишет издание Wall Street Journal, хотя европейцы и раньше подозревали, что Кремль не настроен на мир, впервые такую позицию озвучил именно Трамп. Это шло вразрез с его прежними заявлениями, в которых он утверждал, что Путин якобы стремится к прекращению огня. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт позже опровергла эти сообщения. По ее словам, Трамп действительно сказал, что Путин выигрывает войну, но не утверждал, что тот не хочет ее завершения. При этом, по данным одного из участников разговора, которого цитирует Wall Street Journal, Трамп начал беседу с фразы «Я думаю, Владимир не хочет мира». Несмотря на все большее понимание того, что Путин не готов к компромиссу, Трамп не выразил поддержки идеи ужесточения санкций, чего добивались европейцы и Киев. Более того, он отказался использовать выражение «безоговорочное прекращение огня», которое европейские лидеры настаивали включить в повестку возможных мирных переговоров. По словам источников, Трамп предпочел говорить о низкоуровневых переговорах между Россией и Украиной с посредничеством Ватикана. Европа настроена на продолжение дипломатического давления. Новый канцлер Германии Фридрих Мерц занял гораздо более жесткую позицию по отношению к Москве по сравнению со своим предшественником Олафом Шольцем. Он уже инициировал поправки в Конституцию Германии, расширяющие возможности страны по военным расходам и помощи Украине. 10 мая Мерц, Макрон, премьер Британии Кир Стармер и польский премьер Дональд Туск прибыли в Киев с неожиданным визитом. Они призвали Зеленского согласиться на 30-дневное перемирие, предложенное Трампом, чтобы продемонстрировать миру нежелание Путина идти на компромисс. Из официальной резиденции Зеленского они позвонили Трампу с телефона Макрона и подтвердили единую европейскую позицию. На фоне этого давления Кремль предложил провести первые за 3 года прямые переговоры с Украиной. Встреча прошла в Стамбуле, но сам Путин туда не приехал, направив вместо себя представителей с неприемлемыми для Киева условиями. После срыва встречи европейские лидеры вновь пытались убедить Трампа ужесточить позицию. Тот в ответ организовал 2-часовой разговор с Путиным, однако, по его словам, обсуждение не привело к прогрессу. «Это не моя война», – заявил Трамп журналистам. «Мы ввязались в то, во что не должны были». Теперь надежды на продвижение мира связаны с предстоящими переговорами в Ватикане, которые могут начаться в середине июня. При этом европейские чиновники полагают, что США продолжат поставки оружия Украине только в том случае, если финансирование будет исходить от Европы или самой Украины. На этом фоне Трамп продолжает дистанцироваться от войны, делая ставку на изоляционистскую риторику. В то же время в Конгрессе США республиканец Линдси Грэм уже собрал более 80 соавторов к законопроекту, который предлагает жесткие санкции в отношении российского энергетического сектора. Как отмечают европейские источники, общая тональность общения европейцев с Трампом остается скорее позитивной, несмотря на резкие реплики, включая его заявление о том, что миграционная политика Европы ведет ее страны к краю пропасти. После этого заявления Макрон призвал Трампа не оскорблять европейские нации. Как пишет Wall Street Journal, теперь даже скептически настроенные дипломаты Евросоюза признают, ясно, что Путин не собирается завершать войну, а Европе придется играть все более самостоятельную роль в поддержке Украины. Алексей Горбачев, специально для Радио Вашингтон. Напомню, после разговора с Путиным Дональд Трамп отказался присоединяться к санкционному давлению Европейского Союза на Россию. Вместо этого он обозначил намерение сосредоточиться на экономическом сотрудничестве с Москвой. На этом фоне Украина планирует обратиться к ЕС с просьбой принять новые масштабные меры для изоляции России, включая арест активов, введение вторичных санкций против покупателей российской нефти и изменения в процедуре голосования за санкции. Об этом пишет агентство Рейтер. В документе, который Киев готовит для ЕС, предложены радикальные ограничения. Цитата: «Речь идет в том числе о вторичных санкциях, которые могут ударить по ключевым покупателям российской нефти, таким как Индия и Китай. Этот шаг считается беспрецедентным для Европы, которая до сих пор воздерживалась от подобной жесткой позиции». Конец цитаты. Украина призывает Европу занять более агрессивную и независимую позицию в санкционной политике. Документ, как сообщает Рейтер, также подвергает критике нынешнюю политику Вашингтона.
Администрация Трампа фактически вышла из процесса координации международных санкционных усилий, сказано в Белой книге. Тем временем в американском Сенате растет недовольство по поводу проволочек с санкциями и затягивания процесса. Двухпартийный законопроект республиканца Линдси Грэма и демократа Ричарда Блументаля о санкциях поддержал 81 сенатор из 100. Хотя мы стремимся к миру, нам и большинству Сената становится все более очевидным, что Путин играет в игры. Если эти игры продолжатся, Сенат Соединенных Штатов готов к действиям, говорится в совместном заявлении Грэма и Блументаля. Зеркальный законопроект представили также в Палате представителей. Кроме прямых санкций, законопроект предусматривает вторичные санкции и введение 500% тарифа на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, газ, уран и другие продукты. Прежде всего, это касается Китая. Без экономической поддержки Китая военная машина Путина полностью остановится, отмечают авторы документа. Чтобы вынести инициативу на голосование, республиканцы ждут отмашки президента. Однако не все в партии считают, что нужно ждать указаний. Многие республиканцы откровенно заявляют, что Путин морочит голову Трампу, и США не должны это терпеть. В то же время госсекретарь США Марко Рубио продолжает настаивать на позиции умиротворения россиян. Если вы начнете угрожать санкциями, россияне перестанут с нами разговаривать. Эту позицию он озвучил на слушаниях в Сенате. Также, напомню, Рубио уклонился от ответа на вопрос, считает ли он Путина военным преступником, а вместо этого заявил, что цель США – положить конец войне в Украине. Как меняется отношение американцев к попыткам Дональда Трампа остановить войну? О результатах последних опросов наш обозреватель. Последние опросы демонстрируют, что американцы не слишком высоко оценивают шансы президента Дональда Трампа прекратить войну России с Украиной. Напомним, что некогда он обещал завершить ее за 24 часа. Опрос Rasmussen Reports, эта компания считается консервативной, показал, что половина респондентов считает, что Трамп, вероятно, сумеет заключить какую-то сделку и остановить войну. 43% опрошенных Rasmussen Reports заявили, что Трамп хорошо или прекрасно действует на этом направлении. 41% считает, что он не справляется с этой задачей. Исследование центристской компании TIPP. Опрошенных просили оценить качество работы Трампа по 5-бальной шкале. 18% респондентов поставили Трампу 5 за усилия по окончанию войны. 17% 4. В свою очередь, 29% опрошенных американцев поставили ему 1 и еще 12% 2. За налаживание отношений с Россией Трамп получил более высокие баллы. 30% респондентов, в основном республиканцев, оценили его действия на 5 и еще 16% на 4. Единицы ему поставили 27% опрошенных. Опрос Harris Poll, либеральной исследовательской организации, дал следующие результаты. Большинство, 58% опрошенных, заявили, что Трамп не сможет завершить войну России с Украиной. 66% считают, что Путин не хочет завершения этой войны. А 62% уверены, что Зеленский искренне добивается мира. 62% опрошенных, большей частью демократов, считают, что США должны продолжать предоставлять Украине оружие и иную помощь. 64%, что Украина должна получить от США прямые гарантии безопасности. А 59% заявили, что Трамп не был достаточно жесток с Путиным. Ну и опрос центристского Pew Research Center. Согласно его результатам, после прихода к власти Дональда Трампа, американцы реже стали воспринимать Россию как врага или противника. Ныне этот показатель составляет 50%. В прошлом году 61%. Наиболее серьезные изменения восприятия России произошли в республиканской партии. Впрочем, позитивно Россию оценивают лишь 13% жителей США. Также, согласно Pew Research Center, существенно уменьшилось число республиканцев, считающих, что Соединенные Штаты должны оказывать помощь Украине. Их намного меньше, чем демократов, беспокоит агрессия России в отношении Украины, и они намного хуже относятся к президенту Украины Зеленскому. Напомню, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не доверяет результатам опросов общественного мнения. И однажды на выборах 2016 года опроверг прогнозы социологов. На этом все. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе Эхо. До встречи.